Семья Линь была крепкой семьей, которая делала все вместе. Мин Норман Линь, 45 лет, и его жена Юн Ли Лили Линь, 43 лет, эмигрировали в Австралию из Китая студентами. Они встретились в Сиднее, влюбились и начали жить вместе. Мин открыл информационное агентство Epping Central на местном торговом ряду в Эппинге. Это был напряженный и успешный бизнес. В 2009 году бизнес Линя процветал, принося более $1 миллиона в год. Мина знали в Эппинге как дружелюбного, трудолюбивого, семейного мужчину, уважали и ценили в обществе. Семья Линь владела двухэтажным домом поблизости от торгового ряда, где они жили с их 3 детьми – Бренда 15 лет, Генри 12 лет и Терри 9 лет, а также сестрой Лили Юн Бин Айрин Линь, которой было 39 лет и которая работала неполный рабочий день в информационном агентстве Мина. Братья и сестры были очень близки и проводили много времени вместе. Бренда была прилежной и интеллигентной учащейся 10 класса. У нее был тесный круг друзей и радужные перспективы. Генри и Терри любили школу и спорт. Генри играл в теннис и бадминтон и был трудолюбивым и дружелюбным мальчиком, похожим на отца. Он также любил изучать магические трюки. Мин каждый день работал в информационном агентстве. Лили работала в нем неполный рабочий день, так как занималась домом и семьей. Целью Мина и Лили было дать детям самое лучшее образование и самую лучшую жизнь, что они могли дать и чего не имели в своем детстве. Сестра Мина Кэти со своим мужем Робертом Сэ и сыном жила недалеко от семьи Мина. Она работала неполный рабочий день в информационном агентстве брата. Кэти и Роберт впервые приехали в Австралию в 2002 году. Они переехали в Мельбурн, где Роберт открыл ресторан, но его бизнес прогорел. 3 года спустя они переехали в Сидней, поближе к Мину и Лили. Роберт был лор-врачом в Китае до того, как они эмигрировали в Австралию. Однако в Австралии у них не получилось добиться успеха. Роберт и Кэти были очень близки с Мином, Лили и их детьми. Они многое делали вместе. Генри занимался бадминтоном со своим дядей, как только у них была такая возможность. 2 семьи присматривали друг за другом и помогали друг другу любым способом, которым они могли. Родители Мина и Кэти, Ян Фэй Линь и Фэн Цинжу, жили недалеко в Мэрилинсе, Новом Южном Уэльсе, западном пригороде Сиднея. 13 июля 2009 года Бренда полетела на школьную экскурсию в Новую Каледонию, Франция. Бренда говорила, что ночью перед отъездом: «Я обняла свою маму. Я сказала ей, что очень буду по ней скучать. Пошла обратно наверх, пошла обратно в кровать, встала с кровати, пошла увидеть Генри, который был в комнате напротив моей, и сказала ему, что тоже буду сильно по нему скучать, и чтобы веселился без меня, потому что я скоро вернусь». К этому времени Терри уже спал, а Рин также была в своей комнате. Я не хотела ее беспокоить. Я сказала: «Послушай, это всего лишь неделя, она пройдет очень быстро. Я вернусь прежде, чем они даже поймут это». Мин отвез Бренду в аэропорт в 4 утра в понедельник, и они оба наблюдали, как одноклассники Бренды стояли в слезах, говоря до свидания своим семьям. Многие из них были в слезах, говоря, что они будут по ним очень скучать. И как подросток я старалась быть спокойной. И я думала, я знала, что вы, ребята, ведете себя абсолютно глупо. Я видела своего отца, стоящего за мной. И вроде как неловко там стоял. И я не на него посмотрела. И я ничего не сказала. Я ничего ему не сказала. Я просто смотрела, какими эмоциональными были все остальные. И я подумала, это было глупо. И потом мы все ушли. И это был последний раз, когда я его видела. Я даже не сказала спасибо за то, что ты замечательный отец. Или ты должна сказать ему, что ты любишь его.
И это был последний раз, когда я говорила с ним. Мне просто жаль, что я не сказала ему, какой он замечательный человек. И спасибо за то, что он делает. Делает все для нас. И я никогда не говорила ему, что я благодарна. Никогда не говорила, что люблю его. Я никогда уже не смогу. Вечером пятницы 17 июля 2009 года вся семья Линь поехала к бабушке и дедушке в Мэрилендс. Это был типичный семейный ужин. Бренда все еще была в Новой Каледонии. Бабушка настаивала, чтобы внуки остались ночевать у них, но Генри хотел уехать домой, так как у него была игра в бадминтон утром с дядей Робертом. Следующим утром, 19 июля 2009 года, сестра Мина Кэти Линь и ее муж Роберт Се рано поднялись. Пока Роберт убирал свой гараж, Кэти получила телефонный звонок, что информационное агентство Мина и Лили было все еще закрыто. Раньше оно всегда было открыто вовремя, особенно по субботам, когда на торговом ряду самое загруженное время. Почувствовав, что что-то не так, Кэти и Роберт немедля направились к дому Мина и Лили. Они предположили, что те либо заболели, либо, возможно, один из мальчиков поранился. Когда они подошли, они увидели незапертую входную дверь и вошли в дом. Кэти крикнула, но никто не ответил, поэтому они медленно пошли к лестнице. Кэти открыла комнату брата и его жены, расположенную справа от лестницы на втором этаже. Роберт сразу шел за ней. Все, что они увидели, было красным. Кровь была везде, на кровати, по всем стенам, на полу. Кэти посмотрела на кровать и увидела тело, в котором она инстинктивно узнала свою невестку Лили. Роберт потянул ее назад, пытаясь оградить от ужаса. Кэти бросилась к следующей комнате. Это была комната сестры Лили Айрин. Ручка двери была в крови, и дверь была приоткрыта. В комнате была та же картина, везде кровь. На секунду Роберт подумал, что Айрин может быть все еще жива, и он инстинктивно потянулся к ней, но Кэти его одернула. Наконец Кэти и Роберт пошли в конец коридора, в комнату Генри и Терри. То, что они увидели, было зеркальным отражением того, что они уже видели в первых двух комнатах. Они побежали вниз, чтобы позвонить 3:0. Звонок Кэти был смесью паники и рассеянности. Hello, I need an ambulance to 55A Boundary Road. What Epping suburb? North? So 55A Boundary Road, Epping North, and it's a house? Yeah, What's wrong? What's wrong? I'm not sure someone I think should. I think I'm not sure. You need to tell me why you need an ambulance. What's wrong? Yeah, I think someone died. I'm not sure. Why do you think someone's dying? I don't know. But, You need to tell me something. You're asking for an ambulance, but why? yeah, I also need a place. Yeah, why? What's wrong? Because I think someone would die. Yeah, you need to say why. What have you seen or heard that makes you think someone is going to die? Mom, please. What is wrong? Don't scream. Just answer my question. What's wrong? Can I talk to someone else? Is there anyone else there? No, Who's in the background talking? leave me. I'm sorry. I've been so sorry. I've got police on the way, but you need to tell me what's wrong. Yeah, I need it because I'm supposed to be killed. I'm Is not someone sure. bleeding? Is someone unconscious? I think they die. Why? Why? I'm not sure, but maybe someone killed my brother's family. No. Why do you think that? 緊要打電話陣間自己過嚟啊！ Put that other person on the phone for me. 警察嚟啊！唔係啊，唔使啊，你警察即刻嚟我先，我唔知點講啊！快啲，唔緊要，你快啲打，你警察你打俾你有事講，我先過嚟啊！唔得，你有講先過嚟啊！喂，老婆 ，I need someone to come quick. We are coming. You need to stop screaming and tell me what the problem is. Yeah, I think my brother's
Why do you think that? Yeah, because I went to his house and I knocked the door and the door is just closed and I opened it and upstairs find my brother. I couldn't find it. I'm not sure. Where's your brother? Someone, I can find my brother, sister-in-law, and I think someone is dying. Are they on the ground? Pardon? Are they on the ground? No, they're the bedroom. They're all the bedroom. Are they in the house? Is your brother in the house? I'm not sure because I just have to take a look at it. Can you see your brother? I'm not sure. No, it's yes or no. Can you see him? No. Is he in the house? Pardon? Is your brother in the house? I'm not sure. No, it's yes or no. Have you seen him No, in the house? I didn't see him Well, why do you think he's dead? I'm a bit confused. because I saw my brother and sister-in-law the body and I saw the sister-in-law sister's body and I saw the two cousins to my brother's son's body. So I thought I didn't see my brother. Can you see their bodies? Yeah, I saw. Quick. Роберта можно было услышать на заднем плане, но затем он сказал Кэти, что собирается уйти из дома и поехать за ее и Мина родителями в Мэрилендс. Слышно, как Кэти умоляет Роберта на кантонском диалекте не оставлять ее одну дома. Ей было страшно. Она говорила, что боится больше, чем он. Кэти сказала оператору, что не видела своего брата Мина, и она рассматривала возможность, что он мог убить свою семью и сбежать. Но она не была уверена, может, он был в доме. Роберт позвонил тестю и теще, чтобы они приехали на общественном транспорте, так как что-то страшное случилось с семьей. Когда они спросили, что случилось, Роберт не смог сказать. Он только сказал, что им надо ехать как можно скорее. Затем он изменил свое мнение и ушел, чтобы самому забрать родителей Мина. Когда полиция и парамедики прибыли на место происшествия, они не знали, что их ждет. Взволнованный звонок Кэти указывал на то, что, вероятно, было по крайней мере одно тело, и не было известно, жив ли убийца или мертв. Они не имели понятия, что произошло и чего ожидать. Когда они подъехали, Кэти стояла перед домом, безумно крича. Открыв дверь, внутри они увидели обычный дом. Кабинет и жилая зона на первом этаже были заполнены книгами и бумагами. Семейная обувь выстроилась у подножия лестницы. Не было ничего необычного. Полиция поднялась по лестнице и в первой комнате, которая принадлежала Мину и Лили, столкнулась с настолько забрызганной кровью комнатой, что непонятно было, было ли там тело. Они вошли в другие комнаты и проверили, не дышит ли еще кто-нибудь. Когда они убедились, что все мертвы, они подумали о Мине. Где он был? Полиция выставила охрану вокруг дома в случае, если убийца, возможно Мин, все еще рядом. Когда родители Мина приехали на место с Робертом, полиция им сообщила, что их невестка Лили, ее сестра Айрин и два внука Генри и Терри были мертвы, а Мин пропал. Когда прибыли следователи, Кэти предположила, что нужно посмотреть под одеялом, где была Лили. Она сказала, что видела часы Мина, и у нее стойкое ощущение, что ее брат Мин может быть под одеялом. При более детальном осмотре они обнаружили тело Мина. Он был очень сильно избит и был неузнаваемым. Уровень насилия зашкаливал. Полиция оцепила улицу, пока детективы опрашивали соседей. Роберта, Кэти, Ян Фейлин и Фэн Цинджу отвезли в больницу Хорнсби, чтобы отойти от шока и получить консультацию. Только после этого они им сказали, что Мин также был найден убитым. Несколько часов спустя Бренда, которая все еще была в Новой Каледонии со своим классом, зашла в интернет со своими друзьями, чтобы посмотреть Facebook. Сразу каждый начал спрашивать, все ли с ней в порядке. Потом кто-то сказал, что мою семью убили, и я не могла поверить в это. Бренда была шокирована и сначала подумала, что это была шутка, пока не увидела фотографии своего дома. Школьный директор Сьюзан Бридж связалась с учителями в поездке, и Бренда была отправлена ближайшим авиарейсом домой. Кэти ждала Бренду в аэропорту с офицерами полиции. Лишь обняв плачущую тетю Кэти,
она осознала, что все это было правдой. Когда новости распространились, СМИ сообщили, что инцидент может быть убийствами и самоубийством. Старший полицейский офицер Стефан Хенкель поговорил с ожидающей прессой на месте происшествия. Он подтвердил возможность убийства и самоубийства и сказал, что это будет расследоваться. Когда были подняты вопросы отношений между жертвами и тем, как они умерли, он отказался комментировать. Полиция определила, что убийства были совершены между 2 и 5:30 часами ночи. Электричество в доме Линя было отключено. И так как не было никаких следов взлома, кто-то вошел, воспользовавшись ключом. Исследование дома не показало признаков ограбления. Орудием убийства являлось что-то похожее на молоток, но его не обнаружили. Не было травм, нанесенных самому себе. Следовательно, имели место только убийства. Экспертиза показала, что причиной смерти стали травмы тупым предметом, а также одной из причин смерти у 4 из 5 пострадавших была асфиксия. Нет признаков типичного вторжения в дом, поскольку мы не установили, что из дома было что-то украдено. Наиболее вероятным сценарием было то, что Мин и Лили были убиты первыми, возможно, придушены, чтобы их усмирить, а затем избиты. Жестокость, с которой были убиты Мин и Лили, показала, что они были подвержены самому жестокому нападению из всех жертв. Сестра Лили Айрин была убита похожим образом. Дальше убийца пошел в комнату Генри и Терри, где, как считалось, по крайней мере один из мальчиков уже не спал, разбуженный происходящим в соседней комнате. По брызгам крови было очевидно, что мальчики боролись со своим убийцей. Кровь была размазана по всем комнатам, дверным ручкам, кроме ручки в комнату Бренды. Ее дверь и комната были не тронуты. Следы крови показали, что убийца был в перчатках. Были найдены 24 следа обуви размером в диапазоне от 38 до 41. На первом допросе 20 июля 2009 года Роберт рассказывал о том, как хорошо они ладили с семьей Мина. 特别是在我刚来澳洲早期吧，我什么事都不懂，比如说地址都不懂，上哪去都不懂。当然，我这时候就会找您帮忙。类似的就是这边的事情，我刚来的时候都会找他，他也很乐于帮忙。When I first came to Australia, I didn't know anything about this country. For example, I don't know how to go to one place to another, from one place to another, or I don't know how to say the address. In this case, I will ask him to help me, and he was quite happy to help me. Yeah. And just to confirm, Ming's parents only have the two children? Is there, Yep, only two. There's no one else that we've left out? No. 所以我也觉得他们一家就是明的家庭，包括孩子们之间还是非常的好的。So I think that Ming's family, the relationship between the children are quite good. 22 июля 2009 года, через 4 дня после убийства, Роберт и Кэти были допрошены полицией второй раз. На протяжении допроса Роберт сидел со своим переводчиком, потягивая воду из пластикового одноразового стаканчика, пока 2 детектива задавали ему вопросы и делали пометки. Почти 35 минут допроса Роберт сидел с сжатыми руками на столе. Его голова была опущена, и он медленно заламывал руки. Он пытался объяснить, что он видел. Хотя он мог говорить на ломаном английском, он продолжал говорить на своем родном кантонском диалекте. Поэтому ему не нужно было останавливаться, чтобы подобрать нужные слова. Его ответы были короткими и иногда сбивчивыми. Он говорил тихо, изредка поднимая глаза от стола, когда он описывал поиск окровавленных останков своей семьи. Роберт описывал, как ночью до убийства после семейного ужина он и Кэти вернулись домой. Оставшуюся часть вечера он смотрел крикет на велосипеде и фильмы перед тем, как принять душ в 2 часа ночи, и потом пошел спать. Далее он описывал место преступления, на котором он и Кэти оказались. Он пояснил, что говорил Кэти не смотреть на тела. Во время допроса он тер лицо руками, потирал глаза и массировал лоб. 我覺得係度度都係紅色。 I can see everywhere was red. 紅色，好似血咁嘅色。
red everywhere. 我首先睇到係阿嫂應該係。I think I saw my sister-in-law first. 我睇到之後，我即刻就攬住 Cassie， 我 Cassie， 我老婆唔好睇，唔好睇。Once I saw her, I hold Kathy and I said, Kathy, don't look at it. 但係我相信 Cassie 都睇到啦。But I believe Kathy had already seen. 然後喺床嘅靠呢一邊咧，應該係一團，我認為係佢嘅歌嚟嘅。And I saw that the bedside, which is close to the door, I saw this side. I saw a staff, a group of staff. I think it was her brother. 亦都係。Like a pile. Yeah, a pile stuff. 因為我一路都覺得佢嘅歌應該喺度，我睇到佢嘅車，跟住又話睇到佢鎖匙。I always think that her brother was in as well because I saw her car. I saw his van. And Kathy saw his watch. 但係我仲係覺得好紅、好亂嘅感覺。But I just feel it was so red and messy everywhere. 然後係我哋就行出嚟，係我向呢邊行，我行先，同 Kathy 出咗嚟。And so we went out from the room. I went out with Kathy. 然後我哋就跑去另外嗰啲房間度。We ran to the other room. 睇到樓梯過嚟，以前我地圖上 Terry 嗰個房係關住門嘅。I saw the Terry's room I indicated before. Used to be Terry's room. The door was closed. 係關住嘅。The door was closed. 應該係 Cassie 推開門。Kathy pushed open the door. 我哋見到 Irene 喺床上面。We saw Irene on the bed. 亦都係周圍都好多血，好紅。Also a lot of blood around, very red. 我行去想 touch 佢，因為我想知道佢係咪仲活住。I tried to touch her. I went closer. I tried to touch her. 因為because I want to know whether she was still alive. 因為我覺得佢當時我睇到佢唔係完全平攤喺床上。Because when I saw her, she was not just lie down on the bed flatly. 所以我想試一試。So I want to try. 不過 Kathy 拉住我。But Kathy hold me back. 所以我好可能係冇掂到佢嘅。So I think I did not actually touch her. 然後我哋又出返嚟。Then we came out again. 再去到最後嗰個房間。We reached the last bedroom. 就係地圖上 Henry 嗰個房間。There's Henry's bedroom I indicate on the map. 嗰個門好似未完全關晒。The door was half closed. 唔係好 sure。I'm not sure.
然後我哋入咗去睇， We entered the room. 同樣都係一眼睇到係兩個細路仔喺地下度。We can see both children were lying on the floor. 亦都係覺得好多血，好紅嘅。Also feel very red, blood all around. 好亂嘅感覺又係。Messy. 然後我又係好想去摸下佢哋，睇下佢哋係咪仲活住，因為兩個細路仔。I wanna touch them because they are just little kids. I really wanna know whether they are still alive or not. 我記得我係伸右手去嘗試去掂佢哋。I remember I tried to reach them by my right hand. 我真係唔好記得。But I can't remember. 然後應該係 Gas 拉住我走，我哋要走啦。Kathy held me back and 一路叫好驚咁，一路大聲叫。She kept yelling, "Let's go, let's go!" She was so frightening. 當然我都好 frightened. I was afraid as well. Кэти на допросе ясно описывала увиденное. I turned around. I saw my sister-in-law lying on the bed, and I also saw the blood marks on the wall. My sister-in-law lying, maybe part of body is out of bed, and also the beside that one is. I think maybe my brother, but I can't see any hand, leg, or head, or any part of my brother's body. Роберт и Кэти стали официальными опекунами Бренды, а она переехала к ним домой. Они также взяли на себя управление информационным агентством, которое стало местом поклонения семье Линь. Местные заполнили пешеходные дорожки цветами и данью уважения. Убийства шокировали общество. Люди были в ужасе, что такая дружелюбная, обычная семья стала целью такой жестокой и бессердечной атаки. Никто не мог понять смысла этого нападения. Несмотря на тщательное расследование, полиция не имела никаких зацепок. 8 августа прошли публичные похороны всей семьи в Сиднейском Олимпийском парке Нового Южного Уэльса. 5 гробов, покрытых белыми цветами, стояли в ряд перед сотнями скорбящих. У каждого гроба было обрамленное фото, стоящее наверху. Шествие возглавляли буддийские монахи в оранжевых одеждах. Горе чувствовали все, кто присутствовал, даже полицейские, которые там были. Бренда показала свою огромную силу духа, сохраняя стойкость и поддерживая своих бабушку и дедушку. Она все же признала, что еще не приняла потерю родителей. Она говорила: «Я просто не могу поверить в это, потому что я все еще чувствую, что они живы. Я иногда думаю, что скоро все обрушится на меня. И это забавно, что ты это осознаешь». Полиция решала, была ли Бренда оставлена в живых намеренно, либо она все еще была целью убийцы, который не знал, что и не было дома в течение недели. У них также были вопросы про Генри и Терри. Были ли они частью первоначального плана, либо их убили без необходимости, возможно, потому что они проснулись и увидели убийцу. После похорон был создан трастовый фонд для обеспечения будущего образования Бренды, а сообщество сплотилось вокруг нее. В интервью журналистам Кэти и Роберт говорили: Firstly, to you, Kathy, if you don't mind, how you and your family have been able to cope with something that no family in this country can possibly imagine you've had to go through. How difficult that has been. At this moment, I don't know how to say, but I feel everyone support us and care us and love us. I want to say thank you very much. How important has that been, Kathy, for you to know that everybody cares so much for what you're going through? All the people love us, care us, and support us. We feel we need to be strong to
do to do the best as soon as possible. And Kathy, how is Brenda coping with this? Yeah, we told Brenda, like the master say, my brother, my sister-in-law, Henry and Terry, they went to the heaven. They have another good life for them. We need think about their all the good things, and we need to be strong. Is there any appeal you can say now? Asking for anybody who can help. Yeah, like police say that they need more information, even very small clue to help them to solve the case. If anyone can help, please contact the police. I want to say if anybody know any information, just call police and yeah, that's it. Thank you. Для расследования убийств в семье Линь была создана группа Норборн. Ударная группа состояла из детективов отдела по расследованию убийств Управления штата по расследованию преступлений при поддержке местного командования Иствуда. Почти через месяц после убийств ударная группа получила информацию, что был произведен арест, который, по их мнению, был связан с рядом жестоких ограблений бронетранспортеров. Те ограбления происходили в округе Эппинга и окружающих пригородов рано утром, в то время как фургоны были на конечных пунктах, чтобы заполнить банкоматы. Почему это вызвало интерес? Потому что 28 мая 2009 года, за 2 месяца до убийств, Мин Линь был свидетелем одного такого вооруженного ограбления. Ограбление произошло в клубе Эппинг Клаб, расположенном прямо через дорогу от информационного агентства Мина. Полиция начала расследование в этом направлении, чтобы увидеть, сумеют ли они найти связь. Давление на следователей в поиске убийцы или убийц было огромным. Это дело было одним из крупнейших убийств за всю историю Нового Южного Уэльса, которое шокировало всю страну. Расследование возглавил сержант Джозеф Мюррей. Он был известен за его очень спокойную манеру поведения и спокойный подход к работе. Он никогда не торопился и не нервничал. Другие офицеры говорили, что он был похож на буддийского монаха. Они определили несколько лиц, представляющих интерес, но один за одним они были вычеркнуты из списка. Они также смогли исключить любую связь между свидетельством Мина по ограблению и его убийством. Эта линия расследования была тщательно изучена, но было определено, что это не более чем совпадение. Детектив Мюррей со своей командой твердо верили, что убийца был частью семьи. Они верили, что убийца знал планировку дома, он знал, где был электрический щиток, и даже знал, где найти свободный ключ, либо он у него уже был. Кровавые отпечатки обуви, найденные на месте преступления, указывали, что убийца был один. В итоге они почувствовали, что был только один человек, к которому стоило присмотреться внимательнее – Роберт С. Поведение Роберта в течение нескольких месяцев после убийств озадачило полицию. Он получил опекунство над Брендой и недвижимость ее семьи. Было трудно не задаться вопросом о его мотивах. Детективам было известно, что после убийств родителям Мина и Кэти, Ян Фэй Линь и Фэн Цинджу было нужно срочное жилье, потому что они были выселены из дома. Они жили в доме, купленном для них Мином, поэтому он входил в состав недвижимости семьи Линь. Это означало, что они были выселены Робертом. Теория в то время заключалась в том, что из-за их выселения у Бренды уменьшились возможности. Она не могла решиться покинуть Роберта и Кэти и жить со своими бабушкой и дедушкой, если у них не будет дома. Ударная группа встала перед выбором:
Приоритетом номер один была безопасность Бренды, которая тогда находилась на попечении у их подозреваемого номер один. Они провели ряд оценок риска, после которых перестали думать, что Роберт причинит вред Бренде, если он на самом деле убийца. Если бы Роберт был убийцей и хотел причинить вред Бренде, то он не стал ждать, пока она вернется из поездки. Ее комната была не тронута, и полиция верила, что убийца знал, что ее не было дома. Тем не менее, им нужно было быть уверенными в безопасности Бренды, поэтому они начали скрытое видеонаблюдение внутри дома. Это было началом 6-месячного электронного наблюдения за Робертом. Маленькие камеры были установлены по всему его дому. Комиссия по преступности Нового Южного Уэльса помогала в проведении операции. В марте 2010 года, через 8 месяцев после убийств, Роберт позвонил детективу-сержанту Джозефу Мюррей. Он хотел пояснить что-то, что он сказал ранее. Роберт сказал, что он мог сказать офицеру полиции на месте происшествия, что в доме было 5 тел, но на самом деле он имел в виду 4 или 5. Этот звонок усилил подозрения полиции в отношении Роберта С. Они считали, что он знал с самого начала, что было 5 тел, не 4. Когда в самом начале не было найдено тело Мина, и в действительности он считался потенциальным подозреваемым на этом этапе, полиция почувствовала, что Роберт точно знал, где он был, и что он был тем, кто подтолкнул Кэти сказать полиции посмотреть под одеялом. Они встретились с Робертом в полицейском участке для нового допроса 16 марта 2010 года. Anything you may say or do will be recorded on DVD, video and audio, and may later be used in evidence of court. Do you understand that? Yep. How long was it before you noticed the blood? I forgot. Sorry. Maybe a few seconds, I'm not sure. Even on the wall, there was blood. On the wall, on the bed. Yes. Try to stop Kathy to look at this thing. I don't want Kathy to look at some things. Yeah, that's what I want. Why was that? It's scary. It was scary. It was frightening. Have you got any idea who may have been responsible for the murders? I don't know. Have you thought about who may have been responsible? No. В начале мая комиссия по преступности Нового Южного Уэльса допросила Кэти. Она отрицала, что Роберт сказал ей рассказать полиции посмотреть под одеялом тело Мина. У нее было ощущение, что он там был. Ей рассказали о 24 кровавых отпечатках обуви, которые были найдены на месте преступления, показывая, что они принадлежали мужской обуви размером от 38 по 41. Они также рассказали ей, что отпечатки обуви были опознаны как одна из 3 особенных моделей кроссовок Essex. Одна из этих моделей называлась Six Elevation, которую не производили с 2005 года. Они спросили Кэти, какой вид обуви носит Роберт. Всего через несколько дней, 7 мая 2010 года, следователи просматривали видеонаблюдение в доме Роберта и Кэти. Вид сверху на кухню. У дальней стены через кухню виден кабинет с парой столов и компьютерами. Кэти сидит за одним столом, наблюдая, как Роберт стоит за другим. Он стоит спиной к камере, и можно услышать звук ножниц снова и снова. Роберт разрезал что-то на маленькие кусочки и поместил их в пластиковую корзину, в которой была вода. Кроме повторяющихся звуков резания, там была тишина. После более тщательного исследования видео детективы осознали, что Роберт режет коробку от мужской модели кроссовок Essex размером 39,5. Роберт взял корзину и пошел на кухню по направлению к камере. Затем прошел через кухню, и можно услышать звуки спускающейся воды в туалете.
Через несколько дней полиция начала 5-дневный обыск в доме Кэти и Роберта. Они знали, что Роберт делал рано утром уборку в гараже в утро обнаружения тел. Обыскивая его гараж в поисках каких-либо доказательств для судебно-медицинской экспертизы, следователи передвинули комод. На полу под ним было пятно, отличающееся по цвету от бетона, размером 2 на 6 сантиметров. Его сфотографировали и обозначили пятном 91. Оказалось, что пятно 91 представляет собой сложную смесь ДНК. Возможности в Австралии по установлению ДНК из смешанных образцов еще не было. Они отправили образец в специализированную лабораторию Cybergenetics в Питтсбурге, США. Также они продолжили видеонаблюдение за Робертом, пока ожидали результаты. Между тем, выяснилось, что главным подозреваемым был Роберт. Люди начали сплетничать. У Бренды взяли интервью в Northern District Times, и она была уверена, что ее дядя невиновен. Полиция заверила общественность, что расследование все еще продолжается и что поиски убийцы еще в процессе. Директор школы Бренды Сьюзан Бридж стала неотъемлемой частью жизни Бренды, в то время как Бренда поддерживалась дома ее тетей, дядей, бабушкой и дедушкой. Она также находила утешение в школе от своих сверстников и учителей. Однажды Сьюзан Бридж обедала в доме Роберта и Кэти. После этого обеда что-то не давало ей покоя. Она заметила, что Роберт слишком жесткий с Брендой, и казалось, что он пытался заставить ее что-то сказать. Взаимоотношения не были нормальными. Сьюзан не была уверена, что надо делать, но она сказала Бренде поговорить с адвокатом, и она рассказала это полиции. Ей нужен был кто-то, кто мог бы помочь Бренде разобраться в отношениях вокруг нее. В конце концов, полиция получила то, чего ждала от американской лаборатории Cybergenetics. Тестирование пятна 91 из гаража Роберта было чрезвычайно сложным, поскольку это был смешанный образец. Если бы это было всего несколькими годами ранее, образец сошли бы слишком трудным для тестирования, но сейчас появилась технология. Согласно Cybergenetics, пятно 91 содержало по крайней мере ДНК 4 из 5 жертв, кроме ДНК Терри Линь. Они также смогли сопоставить пятно 91 с пятном крови на матрасе с места убийства. 5 мая 2011 года, спустя почти 2 года с момента убийства, Бренду Линь вызвали в офис директора в школе сразу после 9 утра. Ее поприветствовали директор и 2 детектива из ударной группы, которых она знала. Они сказали Бренде, что ее дядя Роберт был только что арестован за убийство ее родителей, ее тети и ее 2 братьев. В то же время другой детектив из ударной группы позвонил Кэти Линь в информационное агентство. Она занималась документами, когда ей позвонили. После того, как она повесила трубку, работник агентства наблюдал, как Кэти убегает в слезах. Бренда пошла домой, чтобы позаботиться о тете Кэти. Родители Кэти, Ян Фэй Линь и Фэн Цинджу, были в Шанхае, когда до них дошли новости, и они сразу полетели обратно в Австралию. Роберт подавал множество ходатайств об освобождении под залог, но они все были отклонены. При подготовке дела детективы верили, что они смогут заставить Роберта признаться, если не им, то кому-нибудь другому. Таким образом, ударная группа наладила отношения с заключенным в тюрьме Лонг-Бэй в Сиднее и разработала план записи признания Роберта в убийствах. Заключенный был идентифицирован как свидетель А. 10 февраля 2012 года агентство недвижимости, которое изначально продало дом семье Линь в 2001 году, выставило дом на продажу от имени владения Линь. Агентство заявило, что после успешного завершения продажи любая комиссия от продажи дома будет передана Бренде. Спустя месяц Роберт опять подал ходатайство об освобождении под залог. Верховный суд Нового Южного Уэльса. Судья Дерек Прайс отклонил ходатайство. Он признал, что присяжные могут найти недостаточность доказательств, чтобы признать его виновным. 20 августа 2012 года, через 3 года после убийств, Роберт снова предстал перед судом. Кэти Линь была вызвана свидетелем на процесс, и в своих показаниях она была убеждена, что ее муж невиновен в убийствах.
Кэти показала, что Роберт не покидал дом в ночь убийств. Но это не всегда было ее версией. Королевский обвинитель адвокат Марк Тедески говорил, что 20 июля 2009 года Кэти заявляла, что Роберт был дома всю ночь. В марте 2010 года она не знала. 6 мая 2010 года она не знала. А теперь она утверждает, что знает. И что он не выходил из дома. Выходит, что именно сейчас она вспомнила о том, что произошло в ночь на 18 июля. Была произведена скрытая аудиозапись наблюдения, которая предполагала, что Роберт, возможно, сказал Кэти, что сказать полиции. Судья Ротман говорил, что это свидетельствует о значительной степени сговора в доказательствах, которые должны быть представлены, и степень наставничества заключается в том, что можно и нужно сказать. Эти разговоры вызывают у него серьезную озабоченность. После длительного слушания по делу 19 декабря 2012 года Роберт предстал перед судом за убийство Мина, Лили, Айрин, Генри и Терри. Адвокат Роберта опять подал ходатайство о залоге, но заявление было отклонено. Кэти продолжила поддерживать мужа, веря, что он был козлом отпущения за чужие преступления. Его суд был назначен на сентябрь 2013 года, но суд был отменен, и судебное разбирательство было отложено до 2014 года. 8 мая 2014 года, почти через 5 лет после убийств, суд над Робертом начался. Королевский обвинитель адвокат Марк Тедески сказал свою вступительную речь, и присяжным были представлены ДНК-доказательства из пятна 91. Он также представил большое количество записей между Робертом и свидетелем А, который находился в соседней камере в тюрьме Лонг-Бэй между июлем 2011 года и февралем 2013 года. Некоторые из разговоров между Робертом и свидетелем А были записаны на пленку, но некоторые нет. Присяжным стало ясно, что свидетель А получил значительное сокращение срока наказания за согласие помогать полиции в этом расследовании. Записи и свидетельства свидетеля А показали, что Роберт признался. Он купил молоток в магазине, он знал, что не было его записи видеонаблюдения. Он сказал, что спрятал молоток после убийств и имел все еще к нему доступ, если бы он понадобился. Хотя он был обеспокоен возможностью наличия видеонаблюдения, на котором он прячет молоток. Он не уточнил, где он его спрятал. Он хотел спланировать еще одно убийство в другом доме, но так и не дошел до этого. Он сказал, что легко контролировал своих 5 жертв, потому что он тренировался в боевых искусствах. Затем он продемонстрировал точку давления на шее. Он сказал, что он усыпил свою жену Кэти, чтобы он мог ускользнуть из дома без ее ведома. Роберт говорил о семье Линь в негативном ключе в этих разговорах, показывая свои реальные чувства к ним. Он сказал свидетелю А, что не хотел быть человеком, который обнаружит тела, потому что это бы сделало его первоначальным подозреваемым. Но это было неизбежно. То, как все закончилось, означало, что он должен был быть с Кэти, когда она их найдет. Свидетель А сказал Роберту, что у него есть друг по имени Генри, который является коррумпированным полицейским, и он может договориться с Генри, чтобы украсть постороннюю ДНК из похоронного бюро и поместить ее на орудие убийства. Роберт строил планы со свидетелем, чтобы это осуществить. Что он не знал, так это то, что Генри не был коррумпированным полицейским. Генри был полицейским под прикрытием. Дело против Роберта оказалось сильным. Когда Бренда Линь начала давать показания, она рассказала, что является жертвой продолжающихся сексуальных действий, совершенных ее дядей Робертом Сэ. Эти нападения начались до убийств и обострились, когда она впоследствии переехала к Роберту и Кэти. Она сказала, что не раскрывала эту информацию ранее, потому что считала, что ее дядя невиновен в убийствах. Когда эта информация стала известна в суде, судья Питер Джонсон объявил судебное разбирательство ошибочным. Свидетель а также информация о сексуальных домогательствах в отношении Бренды Линь были скрыты до нового судебного разбирательства. Второе судебное заседание над Робертом Сэ началось 5 августа 2014 года. Через 3 месяца после первого его снова председательствовал судья Питер Джонсон. ДНК-доказательства были представлены новому составу присяжных, так же, как и показания свидетеля А. Присяжные услышали, что для убийства 5 жертв
было применено гораздо больше силы, чем необходимо. Они также услышали мотивы, заявленные обвинением. Роберт испытывал горечь и потерю лица в своей семье, где, как он считал, что его родственники предпочитали трудолюбивых Мин и Лили ему. Он также был движим явным сексуальным интересом к Бренди. Роберту не было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах, но показания Бренды были допустимы на суде. Позже в интервью Бренда говорила: «Твой дядя, Роберт С., сексуально домогался тебя?» Да, он домогался. И это что-то, что не очень личное для меня, и что-то, что... В данный момент мне неудобно говорить об этом, поэтому я надеюсь, что люди будут уважать это и уважать мою конфиденциальность. И вы знаете, возможно, что когда-нибудь в будущем я смогу поговорить об этом. Бабушка Бренды, Фэн Цинджу, сказала присяжным, что она верит, что ее внуки, если бы Роберт не собирался поиграть с Генри в бадминтон на следующий день, остались бы в ее доме в Мэрилендс в ночь убийства. Она сказала, что не знает, что Роберт сказал Генри, но она будет жалеть, что внуки не остались всю свою оставшуюся жизнь. Поэтому она ненавидит Роберта. Он волк в овечьей шкуре. Он старался сбить их с толку. Сейчас она поняла, что он не человек, он монстр. Дедушка Бренды Ян Фэй Линь в показаниях подтвердил, что он и его жена жили с Робертом и Кэти некоторое время после убийств. Это было после того, как Роберт выселил их из дома. Он описал, как одной ночью он поднялся, чтобы сходить в туалет, и когда он вернулся, то увидел Роберта, стоящего возле комнаты Бренды. Роберт испугался, когда он его увидел. 23 сентября 2014 года, через 7 недель после второго суда Роберта С., судебные слушания были прерваны из-за болезни судьи Питера Джонсона. Адвокат Роберта опять подал ходатайство о залоге, но оно было отклонено. 4 февраля 2015 года, через 5,5 лет после убийства семьи Линь и почти через 4 года после ареста, начался третий суд над Робертом. На этот раз судьей была Элизабет Фуллертон. Доказательства, представленные обвинением, были такими же, как и на втором судебном разбирательстве до его отмены. Информация о сексуальных домогательствах и показаниях свидетеля А в тюрьме были снова скрыты после второго судебного разбирательства. Таким образом, новые присяжные впервые заслушали доказательства. Третий суд длился 10 месяцев и был самым длинным в истории Нового Южного Уэльса для одного обвиняемого. Он закончился 12 ноября 2015 года, и присяжные начали обсуждение. Через 19 дней присяжные вернулись в суд с решением. 1 декабря 2015 года они сказали суду, что не достигли единогласия, что означало, что должен быть проведен четвертый суд. Судья Фуллертон признала, что время, которое Роберт провел под стражей в основном в одиночной камере, серьезно сказалось на его психическом благополучии. Она сказала, что наказание для обвиняемого, остающегося в одиночной камере на протяжении 5 лет или более, невозможно рассматривать как справедливое и соразмерное справедливому уголовному процессу. Она согласилась принять отчет из психологической клиники, в котором заявлялось, что Роберт страдает тяжелым депрессивным состоянием, которое может помешать ему полноценно участвовать в еще одном уголовном процессе. Она отвергла аргумент прокуратуры о том, что Роберт подвергался риску бегства, и что в случае его освобождения существует риск, что он попытается запугать свидетелей. На этот раз Роберт С. был отпущен под залог. Его залог был строгим и включал в себя 17 условий. Его дом в Вэппинге стоимостью более $1 миллиона должен был быть внесен в качестве залога. Его сестре также пришлось внести залог в размере $100 000. Ему пришлось сдать свой паспорт, надеть браслет электронного наблюдения и отчитываться полиции 3 раза в день. Ему разрешалось выходить из дома только для юридических или медицинских встреч. На оформление документов для его освобождения потребовалось почти 3 дня, прежде чем он смог покинуть тюрьму Сильвервотер. Кэти отвезла его домой на своей красной Toyota Corolla. Когда они подъехали к дому, их уже ждала огромная толпа прессы. На вопрос, каково это быть дома,
Роберт ответил тихим, приглушенным тоном. Я благодарен за то, что я дома. И я буду продолжать бороться за свою невиновность. Спасибо. Четвертый суд был назначен на следующий апрель в 2016 году, но он задержался, в конечном итоге начавшись в Верховном суде Нового Южного Уэльса 29 июня 2016 года, через 7 лет после убийств. Роберта представляла новая команда защитников, а также были новые обвинители. Роберт С. сидел на деревянной скамье с невозмутимым, но часто пустым выражением лица. Он сидел тихо, пока обвинение описывало жестокие убийства четвертому жюри присяжных. Иногда на протяжении всего процесса он мягко жестикулировал в сторону Кэти или его адвокатов. Первоначальный старший прокурор по делу королевский адвокат Марк Тедески на этот раз сидел в публичной галерее с Ян Фэй Линь и Фэн Цинджу. Они оба непрерывно плакали на протяжении всего судебного разбирательства. На судебном процессе, как и на судебных процессах ранее, выдвигались аргументы в пользу вины. ДНК, известная как пятно 91, беседа со свидетелем А, уничтожение Робертом коробки от обуви после того, как он узнал, что полиция сопоставила кровавые следы в доме с кроссовками Эссекс, и тем фактом, что у Роберта был ключ от дома семьи Линь и отличное знание их дома. В деле появились и другие улики. Роберт не пытался проверить, жив ли кто-нибудь, несмотря на его медицинское образование, и он оставил Кэти одну в доме, а сам поехал за ее родителями в то время, когда они не имели понятия, был ли убийца поблизости. Королевский прокурор Таня Смит заявила суду, что Роберт тщательно спланировал и осуществил убийство с крайней степенью насилия. Он сделал это рано утром, в их спальнях, в очень тихом загородном доме, месте, где все они имели право быть в безопасности, и месте, где Терри и Генри, которым было всего 9 и 12 лет, должны были счастливо провести свое детство. Защита утверждала, что у Роберта было алиби. Он всю ночь был дома в постели со своей женой Кэти. Они опровергали утверждение, что Роберт признался свидетелю А, что он усыпил Кэти, чтобы иметь возможность ускользнуть. И этот конкретный разговор со свидетелем А на самом деле не был записан. Поэтому это было слово Роберта против слова свидетеля А. В отношении разговоров, которые были фактически записаны, было сказано, что это был просто тюремный разговор. Защита также оспаривала пятно 91 для доказательства ДНК. Они сказали, что нельзя исключать, что пятно содержало ДНК других членов семьи. А это значит, что оно не могло быть связано с местом преступления. Они также не были уверены, что пятно было кровью. Защита заявила, что ничто в поведении Роберта в день убийства или после не давало никаких поводов для подозрений. Он не единственный человек в Австралии, который носит кроссовки Эссекс, и то, что он уничтожил обувную коробку, не означает, что он виновен. Друзья Роберта свидетельствовали, что он был дружелюбный, мягкий и честный семьянин, любивший своих племянников и особенно Генри. В ожидании решения присяжных залог Роберта С. был отменен, и 22 декабря 2016 года он был снова взят под стражу. Затем суд и обсуждения были приостановлены на Рождество. 12 января 2017 года жюри присяжных вынесли вердикт. Большинство из 11 присяжных признали Роберта С. виновным по всем 5 пунктам обвинения в убийстве. Кэти тихонько рыдала, опустив голову, пока оглашали приговор. Роберт С. встал и сказал, что он не убивал семью Линь, он не виновен. Кэти тоже выкрикнула, что он не виновен. По другую сторону зала суда королевский прокурор Таня Смит обняла Ян Фэй Линь и Фэн Цинджу. Их дочь Кэти продолжала поддерживать своего мужа Роберта, говоря ожидающей прессе: «Он не виновен. Мы верим, что он не виновен. Мы продолжим бороться за него». Затем пришло время судье Элизабет Фуллертон вынести приговор Роберту С. Совершение серии преднамеренных и жестоких убийств 5 членов семьи, включая 2 детей, в их семейном доме рано утром, когда они спали либо просыпались. В одном эпизоде жестокое и преднамеренное убийственное насилие,
Это преступление, которое можно охарактеризовать только как крайне отвратительное. Не могли бы вы встать, пожалуйста? Лиан Бин Роберт С. По 5 пунктам обвинительного заключения вы признаны виновным в убийствах Мина Нормана Линь, Юн Ли Ли Линь, Юн Бин Айрин Линь, Генри Линь и Терри Линь. По каждому пункту обвинения вы приговорены к пожизненному лишению свободы. Судья Фуллертон поддержала Бренду, заявив, что осознает то невообразимое горе, которое Бренда пережила и продолжает переживать, а также благодарит ее за силу и достоинство, за ее мужество. Бренда считала Кэти самым важным человеком в своей жизни после убийства ее семьи, но то, что произошло в течение 4 судебных заседаний, сделало эти отношения безнадежными. Бренда Линь рассказала австралийской газете: «Прошло 7,5 лет с тех пор, как я потеряла свою семью. То есть 7,5 лет жизни без любящей матери, 7,5 лет жизни без любящего отца, 7,5 лет жизни без 2 ярких братьев, которые были моими лучшими и самыми близкими друзьями, и 7,5 лет жизни без тети. В настоящее время я закончила свой курс в высшей школе, была принята в университет, получила свою первую работу на неполный рабочий день и научилась водить машину. Но я не добилась бы всего этого без своей семьи. Эти счастливые моменты продолжающейся жизни наполнены горьковато-сладким привкусом. Теперь они стали болезненным напоминанием о семье, которую я потеряла и больше я никогда не увижу». В июне 2020 года Роберт С. подал апелляцию. Следователи полагали, что состояние места преступления подтверждало идею о том, что нападавший хотел убить Мина и Лили и напал на Айрин и 2 мальчиков только потому, что они проснулись. Какой был мотив? Должно быть, это было что-то личное по своей природе. Возможно, он был возмущен успехом Мина и Лили. Убив семью Линь, Роберт нашел себе работу. То, что Кэти утверждала, что спала с ним во время убийства, можно было оспорить, так как непонятно, как она может быть уверена, учитывая, что сама спала. Защита, которую представляла Белинда Рик, оспаривала идею о том, что Роберт был обижен на Мина и Лили. Она утверждала, что одному злоумышленнику было бы трудно контролировать 5 жертв, предполагая, что нападавших было несколько. Протоколы вскрытия показали, что убийства произошли между 22:30 17 июля и 2 часами ночи 18 июля. Но компьютерные записи подтвердили, что Роберт был в своем доме до 2 часов ночи. Кровавое пятно на полу гаража имело другое объяснение, кроме виновности Роберта. И Роберт и Кэти вошли в дом семьи Линь и обнаружили тела. Есть основания полагать, что один из них наступил на кровь, а потом принес ее на пол гаража. Другая проблема – когда появилась кровь. На пятне не было отметки времени. Защита Роберта утверждала, что Роберт уничтожил обувную коробку только потому, что боялся, что полиция ложно обвинит его в убийствах. Интересно, что полиция установила видео и аудионаблюдение по всему дому Роберта и в его автомобиле. Они собрали множество записей, но инцидент с обувной коробкой был единственным объектом обвинения, который они когда-либо обнаружили. Предполагаемое признание Роберта информатору в тюрьме по поводу усыпления его жены было самым ненадежным источником информации в галактике. Роберт никогда не был осужден за причинение вреда Бренди. Даже не было предъявлено обвинений. Даже если он плохо с ней обращался, это не значит, что у него был мотив убить всю семью. Если Роберт действительно хотел иметь больше доступа к Бренди, почему его первоначальным намерением было оставить Айрин в живых? Если бы она выжила, она бы вырастила Бренду. Защита заявила, что полицейское расследование имело характерную черту целенаправленного преследования, и что суд проигнорировал доказательства, которые не соответствовали их предопределенному объяснению. На самом деле не было обнаружено ДНК Роберта ни на каких предметах, изъятых полицией с места преступления. Ни ДНК потерпевших не было обнаружено ни на одном из его предметов или его собственности.
Защита заявила, что полиция подвергла Роберта психологической войне, в том числе подвергнув его жестокому допросу, характеризующемуся острыми и саркастическими комментариями полиции и отказом позволить подозреваемому иметь переводчика. 15 февраля 2021 года 3 судей подтвердили обвинение Роберта в убийствах. Апелляционный уголовный суд Нового Южного Уэльса отклонил его жалобу, установив, что бывший лор-врач не стал жертвой судебной ошибки. Главный судья Том Баттерс, сидящий с судьями Робертом Алланом Халмом и Робертом Бич Джонсоном, зачитал краткое изложение их решения, которое Роберт смотрел по аудиовизуальной связи из тюрьмы. Когда его дело было закрыто, он закрыл лицо руками, в то время как его жена Кэти, которая также всегда настаивала на его невиновности, не проявила никакой внешней реакции, сидя в зале суда. Она молча ушла после вынесения решения. По моему мнению, Роберт был виновен, но он не может быть виновен вне разумных сомнений. Множество присяжных не зря рассматривали это дело. Аргументы против Роберта шокирующе слабые. Полиция долгое время не находила никаких улик против кого-либо, а затем волшебным образом построила дело против Роберта. Это было ужасное преступление, и государство хотело, чтобы кто-нибудь заплатил за это. Обвинение сделало выводы, которые не подтверждались даже небольшими доказательствами, которые у них были. Подозрение в причинении вреда Бренди дало обвинению мотив получше, но опять же, это утверждение так и не было доказано. Я думаю, что у Роберта, вероятно, был вспыльчивый характер. Он, возможно, был немного грубым и властным. Обвинение смогло воспользоваться этими отрицательными характеристиками и изобразить его убийцей. Так как убийства были очень жестокими, люди стали злыми, а новость о сексуальном насилии над Брендой сделала их еще злее. Поскольку Роберт был целью обвинения, люди просто предполагали, что он, должно быть, совершил убийство. Вся эта злость сфокусировалась на нем. Неважно, действительно ли он это сделал или нет, люди хотели, чтобы кто-то понес ответственность. Роберт совиновен, и он, возможно, получает то, что заслуживает. Но обвинительный приговор был вынесен за счет эмоциональности, а не рациональности. А как вы думаете, друзья, того ли человека наказали за убийство? Пишите ваши ответы в комментариях, подписывайтесь на канал и до новых встреч!